Всем привет! На момент создания видео до выхода классического дополнения Burning Crusade остается какие-то пару дней, даже меньше. И, следуя традиции, Blizzard выпускает презентационный ролик, почти такой же, как на 15-летие World of Warcraft, предшествующий выходу WoW Classic. Но в отличие от ролика двухлетней давности, реакция комьюнити полностью противоположная. Если мы чекнем первый ролик, то увидим, что он аудитории полностью зашел. Соотношение лайков относительно дизов значительно превосходит. На 5 миллионов просмотров 154 тысячи лойсов и всего 3000 дизов. Что, собственно, на такое количество просмотров, вообще ничего. И тут налицо абсолютный успех. А вот с роликом «Песня о вернувшихся героях» произошла какая-то аномалия. Он еще даже к миллиону не приблизился, а уже имеет 8000 дизов. И цифры, я думаю, на этом не остановятся. В чем же дело? Ролик как ролик. Обычный чернокожий парень, каких мы видим каждый день, поет песню с вроде бы вменяемым текстом о приключениях, Варкрафте и тому подобное. Вокруг веселятся люди, и придраться вроде бы не к чему. И я даже не буду заострять внимание на чернокожем певце, эту тему обсосали уже давно. Blizzard, как и большинство зарубежных студий, погрязли в толерастии, и подобные фичи уже никого не удивляют. Западную аудиторию уж точно. Наверное, дело все-таки в другом. И это так. А дело в том, что Blizzard снижают свою планку качества. И это становится все заметнее и заметнее. И это вполне хорошо отражено в данном муве. По всей видимости, снятым, если не за один дубль, то за один день. Духом World of Warcraft тут даже и не пахнет. И по сути, если переложить слова песни на какую-нибудь любую другую тему, он подойдет любому проекту. Хоть Ведьмаку, хоть Игре Престолов, не знаю, хоть к Трем Мушкетерам. Чего ж тут говорить. И чтобы все-таки как-то сделать принадлежность видоса к тематике Вова, реквизиторы где-то там раскидали предметы с тематикой Вова, мелькнул камень встреч, чтобы уж наверняка повесили флаги. Орды. Таверна, судя по количеству людей, вроде как альянса. И на двери висят флаги Орды. Уровень пофигизма 120%. Казалось бы, что такого в ордынском флаге? Просто я думаю, что это было сделано не по какому-то там просчету, а скорее всего же желанием угодить, чтобы не было обидно Орде, мол, что вы второй раз мувик от Леса Аликов снимаете. А Аликов, да помилуйте, вот флаг Орды, тут все пропитано дружбой и любовью к Азероту, вы о чем вообще? Окей, флаг, может, не все заметят, но молоток Тралла-то в руках какого-то там дрища ростом 1,60 м заметит, как он лихо этой Моисой урабатывает какого-то там чувака на голову выше его. Ладно, может, это не рандомные чуваки, а кто-то там из разработчиков, я в лицо не всех знаю, вполне возможно, те, кто снялся в этом ролике, кто-то из команды Blizzard. И если они таковыми являются, то им можно простить и актерскую игру. Но уровень пофигизма просматривается не только в этом. На русскоязычной версии соотношение дизов к лайкам еще больше. Зрители по большей части возмущены отношением к нашему, русскоязычному комьюнити. На ру-канале World of Warcraft вышел ролик с ошибкой на превью и без перевода. Спустя несколько часов под волной хейта ролик удалили, ошибки исправили, перевод добавили, но, как говорится в одном анекдоте, осадочек все равно остался. И на новом видео дизлайков меньше не стало. И я сразу, предвидя комментарии защитников Blizzard о том, что они нам ничего не должны, чуваки стараются, а вы вконец зажрались, раз придираетесь к таким мелочам. Я отвечу, должны, ребята, должны. Сообщество — это не какой-то бездушный ресурс, из которого качаются бабки. Это люди, игроки, проголосовавшие своим вниманием к продуктам Blizzard, не отвернувшиеся от них в эпоху бешеной конкуренции, и относиться к ним нужно с должным уважением. Неужели они не заслужили хотя бы перевода? К тому же я слышал, что русскоязычному проекту WoW фанаты неоднократно предлагали свою помощь в переводах, и абсолютно бесплатно. Но Blizzard эти предложения игнорирует, полагаясь на кучку, мягко говоря, непрофессиональных сотрудников, курирующих русскоязычные каналы. И возвращаясь к ролику и к его великолепной концовке, певец собрал всех дручунов, алкашей и таверны повел их в темный портал на верную гибель. Сценаристу ролику 5 баллов за идею. Хотя тут, мне кажется, даже собственно, сценария не было. Практически все скопировано с ролика двухлетней давности, за исключением отсутствия некоторых старых приглашенных знаменитостей. Вместо них пригласили других, полузабытых актеров пенсионного возраста, чтобы как-то компенсировать отсутствие прошлых знаменитостей. Мне очень понравился комментарий одного из зрителей: почему не добавили сцену дисконнекта сервера? Когда заходишь за портал, это было бы очень к месту. В общем, резюмируя вышесказанное, ролик вышел хороший. Реально, вполне годный для низкобюджетного фэнтезийного сериала. И совсем не соответствует установленным стандартам Blizzard, к которым сообщество привыкло и который ждет от своей любимой студии в дальнейшем. А вместо этого наблюдает, если не стагнацию, то уже больше падение качества выпускаемых продуктов.
Вот так. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, насколько вы считаете, что комьюнити неправы в отношении видоса. Может быть, фанаты погорячились и напрасно вылили столько недовольства. Ну и по душе ли вам нынешнее состояние продуктов Blizzard? Всем удачи, не болейте.